Любителям САУ привет, остальным Майнкрафт, такие дела. Аниму-креаторы поняли, с чего надо и деньги. Поздравим подпиской на Телеграм с самыми свежими новостями канала Селен. Не забываем про лайки, подписочки, комментарии, конечно, анекдоты. Поехали! Осталась 1 минута до окончания бета-тестирования. То Шизы пытается успеть нарезать босса, если не помните или забыли, того самого с 8 этажа, до которого бедолаги бета-тестеры только успели дойти. Получается, конечно, так себе, хотя, казалось бы, даже кадров анимации подвезли. Но ничего, не надо печалиться, ведь скоро Кирита придет, всех несчастных спасет и того лучше в двери следующего этажа зайдет. Но какой-то не весь кто с косой останется киснуть из-за собственной нерасторопности. Простите, мянем. Впрочем, погоревали и хватит. Доброе утро. К счастью, даже без фан-сервиса, зато с родителями за столом. Ну, точнее, с отцом-то все отлично, хоть он и редко задерживается утром перед работой. А вот мать настоящая бизнес-бизнес, да такая, что дочь у нее тоже обязана во всем походить на родительницу. Впахивать как лошадь, не тратить время на отдых и вообще занять все лучшие места из лучших по всем олимпиадам. Короче говоря, кринж. Ладно, хоть брат нерадивую сестру хвалит, одобряет и вообще не осуждает. Конечно, ничего не ладно, потому что нам на старте дают какой-то конфликт отцов и детей, которые дочерей и матерей, получающие развитие только в последующих сезонах сериала. В фильме ничего такого не будет. Зачем он здесь нужен, я не знаю. Что до школьных учебных дней, так вокруг горемышни типа всегда народ есть, и со всеми она такая вся коммуникативная, общается, положительно беседует. Но вот есть одна особа, которая ее вечно на экзаменах обходит и как раз первое место занимает. Зовут Мисуми, в отличие от ГГшки ни с кем не контактирует, точнее с ней никто не контактирует. Стороной обходит, завидуют, боятся. Но разве что кроме Асуны, которая, между прочим, тоже умная и по заявлениям одноклассниц, то и дело общается с отличницей на всякие серьезные темы о политике, экономике и прочем. Естественно, ничего такого в помине нет, подруги всего-навсего играют в игры, тыкают кнопки и приятно проводят время, отдыхают повседневной суеты. Так вот, как раз в один из таких отдыхов сидели дома, общались, первые встречи, флешбеки и всякое вспоминали и вспомнили, что Тадзава не только умница, отличница и гордость партии, а еще и фатальная киберспортивная единица, зачастую занимающая первые места. Правда, это все так, цветочки, а ягодки будут потом или вообще не будут, потому что бедняга в своем игровом познании настолько преисполнилась, что сильных соперников видеть не хочет, а только вот с подругой согласна вести товарищеские матчи. Ну или того лучше, товарищеские встречи в новой многопользовательской MMORPG Мастера Меча Онлайн. Как раз скоро релиз, а родители у Асаны богатые, значит и проблем с получением заветного нейрошлема быть не должно. Спойлер, несмотря на всякие негативные флешбеки о матери, действительно не должно, потому что по счастливой случайности, как раз тот самый нужный шлем уже имеется в комнате братца, который по еще одному удачному стечению обстоятельств ушел на модное собеседование. Значит, можно и даже нужно без спроса устройство взять, на голову надеть и все, то есть оформить подключение. Там еще предлагали никнейм ввести и аватар создать, на что горемычная так и поняла, просит реальное имя. И не менее реальную фотожабу. Как раз в файлах родственника пара подходящих имелась. Все. Куда делась та модная необходимость трогания своих частей тела, о которой говорил Кирита в первом сезоне, я не знаю. Во-вторых, без этого все становится еще более нерабочим, потому что почему система позволила Асане тупо загрузить фото, не проверяя ничего, а во-вторых, если про фичу забыли, то в дальнейшем вместо аватара Асуны при использовании того самого модного зеркала обязан был появиться персонаж ее брата, шлем-то его. И в-третьих, авторы упустили такую возможность добавить фан-сервис, причем с учетом внутренних кадров упустили уже дважды, уважаемо. Но как говорится, было и было, пора разобраться в игровом мире, интерфейсах, наличию NPC оранжевых маркеров, которыми обозначались PvP-челы и вот это все остальное. В частности, первым делом стоит найти подругу, выкрикнув на всю площадь рост, вес, имя, фамилию и остальные данные. Подобных игроков в базе, к сожалению, не нашлось. К счастью, за бедой несчастный уже бежит гора мышц, чтобы схватить, поприветствовать, глазами позыркать и прочий кринж, который я с радостью скипнул. Все, что вам нужно знать, вот этот не есть кто и есть подруга Асуны. Просто у Мисуми вот такие странные предпочтения, то она и создала себе другой аватар. И никнейм выдумала смешной, а ГГшку ни о чем заранее не предупредила. Поэтому получилось так, как получилось. Получается, пора осмотреть окрестности, прогуляться по городу, оценить пейзажи, архитектуру, зайти в лавки, накупить снаряжение, короче говоря, прошерстить весь стартовый город. А под конец дня можно и в кафе сходить. Извините, нельзя. Потому что горемычный завтра нужно рано вставать, а вообще скоро экзамены, скоро в школу, так что да, только да, до свидания. Но не тут-то было. Кнопка выхода отсутствует, телепорт на главную площадь присутствует, а там и до конкретных объяснений недалеко. Если вдруг пропустили, не смотрели и не знали, главного красного шиза зовут Каяба Акихика. Именно он тот самый создатель нейрошлема и по совместительству разработчик модной игры. И вот так неудачно вышло, что Шизу в голову пришла идея запереть внутри виртуального мира кучу игроков, которые теперь прервать соединение не смогут, и даже родственники, сняв шлем, не помогут, а только сделают хуже, потому что микроволны, синхроимпульсы, зажарки,
негатив, обиды, досады, беда, печаль. Уже жертвы имеются, информация по всем новостям и каналам, риски минимальные. Остается только играть, проходить до 100-го этажа и надеяться, что нигде никакой кабанчик случайно не загрызет. Про способы, как законтрить микроволновку, я уже рассказывал, и еще скажу. Паяльник. Кто и как поддерживает работоспособность серверов, я не знаю. И почему всякие хранители правопорядка за пару лет так и не нашли этого самого Каябу Акихика, который, получается, тоже был все время подключен к нейрошлему. Ему же тоже кто-то капельницы ставил, тоже кто-то физическое тело жизнеспособным поддерживал. Или, может, его не узнали с учетом всех имеющихся фото и новостей прорывной разработки. Вот именно не может. А горемычные пока пойдут резать волков, чтобы успеть залутать ценный лут. Тот самый, который возобновляемый, но не возобновляемый, но вот да, суперпозиция. За здоровье Асуны, если что, не волнуйтесь. Во-первых, все знают, что здесь она откиснуть не может и вообще откиснуть не может. А во-вторых, не зря же подруга на месте. Конечно, спасет, приглашение в группу оформит и заодно флешбэк вспомнит. Там, чтобы вы знали грусть, печаль, беда, лирика. Типа ее бедную, несчастную и в детстве другие ребенки не принимали, в игры с ней не играли. А все из-за того, что сами на нулевых уровнях скисали и до конца доходила только Мисуми, а остальным было вообще не весело. Если не поняли, в этом и трагедия персонажа. Лайк, чтобы жалко. Ну а дальше гринд и еще несколько минут объяснений, обсуждений, пояснений структуры и правил мира от Мисуми. Во-первых, чтобы Асуна знала, а во-вторых, чтобы зритель в отсутствие сюжетных дыр поверил, если что, дыры как были, так и есть. Того хуже, попытки авторов оправдаться делают еще хуже. Например, мобы действительно ресуются, но там, где людей больше, они ресуются реже, и тогда непонятно, зачем вообще игрокам конкурировать за ресурсы, если они вон на первых уровнях вроде все такие молодцы, даже на босса все объединятся и пойдут вместе, типа имеется общая цель. Это тупо вопрос выживания. Еще чтобы вы знали, есть всякие ловушки, расставленные по локациям, чтобы новички терпели, а бета-тестеры качались. На одной из таких даже пара-тройки бедолаг скисла. А помочь им было никак нельзя, так что в будущем героини точно подобных опрометчивых ошибок не допустят, и все будет хорошо. Честно. Но о том, что и когда будет позже, а пока еще одна сюжетная дыра. У нас в честь дружной дружбы решила завязать Мисуми волосы, так же, как еще до начала игры прическу оформила подруга. Только, представляете, фотокарточка из альбома брата имела вообще другую притчу. И сама горемычная тоже надевала шлем с распущенными волосами, так что да, упущенная драма, неизбывшаяся трагедия и прочие отрицательные качества. Из положительного разве что плановая резня против высокоуровневых мобов, среди которых есть отдельные экземпляры, которых трогать нельзя, иначе будет беда. Ну и тут да, конечно, так неудачно вышло, что Мисуми отвлеклась на другого моба, которого здесь быть не должно, потому что хотелось с него мощный модный лут. А пока, когда вернулась, ГГшка уже всех почти порезала, и остались только разве что пара цветочков, а среди них, ну вот как раз невезение был тот самый, которого трогать нельзя, навык уже применяется, деление случается, и все, финителя комедия, растения грызут, обрывы обрываются, полоски хитов и поинтов кончаются, прощание, покидание отрядов случается. Потому что правильно, своя жизнь важнее, всякие там флешбеки и обещания не подвергать подругу опасности, это так, мелочи жизни. Потому твари избежала. Зато Асуна в одиночку со всей флорой справилась и даже было от полученного урона последней хилкой оправилась. Но тут вдруг бим, бом, бум, бац, и появилась фауна. Большая, клыкастая, зубастая, на такую силу уже нет, зато есть тот самый мечник Кирита, взявшийся из ниоткуда, зато спасший бедную, несчастную, попавшую в беду красавицу. Белого коня не будет, пафосного меча в ножнах тоже, в этом типа весь мем, что какая туполох, немощь, и даже покрасоваться перед спасенной дамой не смог. Правильно! Туда его! Не надо было ждать в кустах последнего момента, чтобы показаться героем! А насчет героини, ну что, теперь ее мучают ночные кошмары, где подруга выходит из группы, а родители радуются высшим баллам на экзаменах. Но все это выдумки, сказки и ММО никуда не делось. Так что забудьте, это все равно ни на что не повлияет, никаких моральных дилемм и конфликтов матерей и дочерей в фильме не будет. Ладно, простите, вру, еще как повлияет. Асуна теперь dead inside, сама решает, как ей скиснуть, игре уступать не собирается, все шмотки продала, рваный плащ приобрела и пошла фармить каких-то кобальтов. Причем у нее это даже как-то получается. Правда, не без издержек в виде сломанного меча, потому что да, не стоило использовать какие-то навыки, расходующие прочность. Можно было тупо рукой добить. По крайней мере, так Кирита сказал, сам я не проверял, не знаю. Зато знаю, что горемычный уже несколько дней не ела электронную еду, не спала, и все это время движется куда-то вперед, а возвращаться, мол, не планируют. Все равно хп не теряется, а мечи имеются запасные. Неблаго у мозга в планах отключения. Благо Кирита же опять и снова был рядом, поэтому да, молодец, помог, наружу вытащил, отдыхать оставил, и еще отнекивается, будто все не для спасения, а исключительно ради каких-то разведывательных карт, которые ГГшка явно успела собрать. И действительно, так и есть, и даже поделиться не жалко. Жаль, все вот это все со спасениями, мемами и схемами было вообще не для легкой наживы, а потому что ГГ так и понял. Асуна тоже пытается пройти игру, пусть и в соло, а значит ей обязательно нужно посещать модные собрания, на которых решают, как, где и когда душить босса, чтобы пройти на следующий этаж. Если предыдущие
события можно с натяжкой назвать каноничными, то сейчас начинается и продолжается какой-то ребилд. Потому что в контексте первого сезона на собрании Кирита стеснялся, смущался, глазами бегал, и в итоге подсел к Асуне так, будто он ее не то чтобы знает. А здесь оказывается, что ГГ сам привел ГГшку на сходку, что мешало авторам не добавлять этот кринж, не знаю. Ведь все бы вполне работало, если Кирита не узнал Асуну конкретно в капюшоне, пусть и спас раньше, но так полный, извините, кик. Само, собственно, обсуждение потенциального происходящего не лучше. Там, если не помните, не знаете, все тот же бравый рыцарь с высокопарными речами, все тот же шуешник, обвиняющий в не весь чем бета-тестеров, все тот же Гилберт с неоспоримыми аргументами по части имеющегося у всех справочника с полезной информацией от первопроходцев. Короче говоря, все тот же душный, недушевный разговор. А еще все та же, не та же Мисуми, которая, оказывается, к удивлению ГГшки, все-таки жива. Итого, ничего важного. Так что давайте лучше расскажу анекдот. Поймали однажды спартанцы Пифагора, Геродота и Сократа, посадили их всех в круглую комнату и говорят: попробуйте, мол, нас удивить, тогда пощадим, живых оставим. На все у вас неделя. Ну, прошли 7 дней, спартанцы вернулись. Смотрят на Пифагора, а тут уже новую теорему на полу нарисовал и доказал, решили отпустить. Смотрят на Геродота, а тут целый самолет построил, завел и прямо на их глазах улетел, даже отпускать не пришлось. Наконец смотрит на Сократа, а он в углу сидит, тоже смотрит на них и говорит: а вы знали, что вы не знали, что я знаю, что ничего не знаю. Что до событий, так вот, все веселятся, ликуют, едят, пьют в день перед боем. Даже Асуна тоже где-то сидит, ест сухую булку. Даже Кирита тоже идентичный хлеб имеет, и того лучше может поделиться сливками, полученными за какой-то побочный квест. И все для того, чтобы было вкусно, положительно и благосклонно к беседе. Поговорить нужно о завтрашнем дне, о боссе, о флешбеках, но перед тем, конечно, ночлег, ванна, долгожданный фан-сервис и вечерняя прогулка под луной. Говоря конкретно, Горемычный рассказал душещипательную историю, связанную с подругой. Горемычный подарил плюс 4 рапиру и выдал приободрительную речь о том, что печалиться не нужно, и впереди не только вся жизнь, но и остальные самые лучшие качества: булки, бублики, баранки, лайки, анекдоты, извинения и прошения прощения. Потому что если так подумать, Шуешник был прав, и Кирита как бета-тестер тоже в чем-то виноват, но это уже совсем другая история, которую Асуна дослушивать не будет. Лучше обговорить подобное потом, после победы и успешного неоткисания на боссе. Спойлер, откисания на боссе все-таки будут, вы даже знаете кто. Но если не знаете, сейчас расскажу. Вот, ребятки, наконец шли, беседовали и дошли до палаты с вожаком Кобальта, который со времен первого сезона успел подкачаться, набрать мышц с массой и изучить пару новых приемов, среди которых не только отряды призываемых юнитов, но и вот эта новая модная атака катаны, которая обладает эффектом паралича, работающим почему-то на всех, кроме главных героев. Даже на рыцаре работает, что он не работал, на пару метров отлетел, но даже так Кирита к нему с хилкой успел, но чел почему-то лечиться не стал, почему никто не знает, все голову ломают еще с первого сезона. С момента его выхода прошло 10 лет, но это так, к слову. Босса, если что, тоже да, сломали общими усилиями, сменами, атаками, удивлениями Мисуми, слезами, извинениями, прощаниями, потому что не стоит волноваться, не надо печалиться. Подруги обязательно пройдут игру, нужно всего-то выжить и перестать тратить экранное время на душевные разговоры посреди светящегося экрана, лучше пойти бить босса, по пути подарив Асуне еще один тот самый меч с того самого моба. А все ради того, чтобы Горемычная вышла вся из себя, молодец, скинула плащ, перестала расстраиваться, печалиться, показала всем свою силушку богатырскую. Но еще чтобы аниматоры без дела не сидели, а нарисовали, представляете, честные 8 кадров движения волос. Ну и точно еще, чтобы Кирита удивился, что под капюшоном была та самая бедолага, которую он спас. И в конце концов, чтобы Асуна приняла на себя командование, преисполнившись познаний, поняв абсолютно все по паре фраз об атаках босса, услышанных от ГГ и подруг. Нет, ну а что, зато сработало. Правда, Горемычный попутно чуть не скис, но это уже так, издержки. Главное, что кадры завезли, и герои вместо хилок превозмогают на лоу хп, одним словом, победа. Другим словом, шуя. Ну, в смысле, ничего не закончено тогда, когда все только началось. Нужно еще оформить наидушнейший монолог о том, что чел скис без хилки, а Кирита дал ему скиснуть. А Асуна так вообще заодно с каким-то бета-тестером, и сама она тоже все знала, и в книге все было по-другому. И колода перетасована не в том порядке, лазанья собрана не теми слоями, и все неправильно, не так, не дело, не по-человечески. Это... Что же такое-то? Здесь так, оказывается, случилось, что Кирита не просто решил ни с того ни с сего выдать пару минут монолога о том, какой он плохой и какой весь мир постироничный, а между прочим специально выставил себя моральным уродом, чтобы остальные зла на ГГшку не держали, а стояли в осадке от услышанного, увиденного, непонятого, непонятного. Да. Спасибо авторам, что исправили кринж из первого сезона. Зато Асуна все поняла, душевный взгляд поймала и приняла действительность. А действительность такова, что Горемычный нужно обязательно быть рядом с Горемычным, потому что они прямо созданы друг для друга. По такому поводу можно и лайк поставить, и до дверей второго этажа дойти, своего ненаглядного догнать и пару ласковых сказать. Дело вот в чем: посреди битвы Кирита назвал ГГшку по имени, она ему ничего подобного не говорила, поэтому понятно вопрос, откуда ГГ узнал такую сакральную закрытую инфу. Как вы могли понять, все из-за группы и показателей состояния других
других персонажей в отряде, о чем, конечно, Асуна не знала, не подозревала и не понимала, несмотря на то, что уже была в пати с подругой. Короче говоря, кринж, вместо того, чтобы закончить тайтл на какой-то лиричной ноте, или клиффхенгерах, или вообще хоть чем-то сюжетно обоснованном. Авторы решили навалить смеха панорамы. Зато вон Кирита схватил Асуна за щеку. Жопа. Хотя, простите, извините, прошу прощения, клиффхенгер все-таки был. Если вдруг знаете, кто такая эта Арга, пишите в комментарии. Пока пишите, кратко подведу итог. Фильм ни о чем. Глобальные проблемы, поднятые в начале, он так не раскрыл, не рассказал, не описал, а еще больше кринж — попытка закрыть сюжетные дыры путем еще больших нагромождений мемов и схемов. Короче говоря, да. Все, больше сказать нечего, по крайней мере, пока. Потом, того глядишь, выйдет следующий фильм, и за ним еще следующий, и еще, и еще. И так до тех пор, пока авторы заново не перескажут всю арку Мастеров Меча. Как говорится, хорошо, что создатели поняли, что вместо никому не нужных душных продолжений можно делать ремейки, ребилды, ремастеры тех самых игр. А осталось еще понять, что анимировать нужно не только начало и конец, и фан-сервис не только где-то в одной сцене добавлять, но и на том спасибо. Мне в целом понравилось. А вам осталось лайк поставить, анекдот оформить, репост, да, вот, ага. Все, итак, знаете. Пока.